Всем привет, с вами Мистер Ганс, и это канал Мистер Ганс Онлайн. Сегодня я хочу рассказать вам про гемы, их разновидности и для каких ролей подходят те или иные гемы, будь то агрессор, атакер, хил или саппорт. В игре на данный момент есть 22 разновидности сета гемов, которые отличаются бонусом сета. Рассмотрим сам гем со всех сторон. Он имеет определенный цвет, характеристику, а именно основной стат HP, Def, Recoverity, Crit шанс, Crit дамаг, атаку или резист. Далее эти статы могут быть либо в процентном соотношении, либо в числовом. Сразу вам скажу, что любые гемы с числовым значением не нужно использовать, они пригодны только для продажи. Также гем имеет 4 побочных стата, которые будут такими же, что и вышеперечисленные статы, но уже в меньшем процентном либо числовом значении. Также, получив гем, случайным образом вы получаете от 0 до 4 начальных побочных статов. Также случайно они будут либо в процентном, либо числовом значении. Гем может быть качеством от 1 до 6 звезд, и от этого зависит процент статов. Чем выше гем, тем лучше стат. Также начальный и последующий апгрейд гема протекает от плюс 1 до плюс 15. На уровне заточки 3, 6, 9 и 12 вам случайным образом будет повышаться побочный стат. Гемы могут давать как пассивный стат, так и активный, но об этом чуть позже. Итак, начнем по порядку. Первые гемы, которые вы получите на низких уровнях, это гемы плохого качества. Получить их можно на локациях, но не выше 4 звезд. Приобрести же хорошего качества их можно во всех шопах и выбить с сундуков. Перечислю их для понимания. Tenacity, Fortitude, Forcity и Healing. В принципе, их использование не дает хороший бонус от сета 3 гемов. Если вы не будете собирать сет, тогда потеряете процент какого-либо стата. Но что касается этих гемов, то тут стат очень плох. В общем, данные гемы я не рекомендую использовать. На начальных порах да, а в поздней игре однозначно нет. Следующие одноцветные стандартные гемы, которые чаще всего используют. Их также можно получить на всех локациях, но не выше 4 звезд. Хорошего качества они только в подземельях, сундуках и шопах. Они, как и выше сказанные гемы, имеют пассивный стат, но как раз эти гемы и стоит чаще всего использовать, потому что они доступнее всего и сет-бонус статы у них очень хороший. Перечислю их для понимания. Life, Protection, Convection, Vitality, Valor, Intuition и Ruin. Далее поговорим о двухцветных гемах, которые также имеют пассивный сет-бонус. Их также можно получить на локациях, но не выше 4 звезд. А вот хорошие уже специально подземелье на Колоссе. Перечислю их для понимания. Salvation, Zeal, Indebitability, Armor, Longevity. Ну и последние идут, пожалуй, самые труднодоступные, но заодно и самые полезные гемы со специальным эффектом. Их можно получить только на Драконе, Вирте и Колоссе. Их особенностью является как пассивный, так и активный сет-бонус. Разберемся в них более детально. Начнем с пассивных. Сифон. После атаки врага восстанавливает ману вплоть до полного запаса. Зависит от урона, нанесенного врагу. Пигулист. Шанс 20% при атаке на врага застанет любой атакой. Лич. При атаке врага восстанавливает 20% хп. Далее поговорим об активных гемах. Хиллер. Восстанавливает 10% хп в начале каждого раунда. Зависит от максимальных хп мона. Бастион. В начале раунда дает щит, равный 15 тысячам хп. Маги. Восстанавливает 10% маны в начале каждого раунда. На этом я закончу рассказ про гемы. Теперь разберемся, для какой роли подходит тот или иной сет гемов. Начнем с атакеров. Неважно, какой элемент у вашего атакера, будь то даже титан-киллер, для них есть определенные сеты гемов, которые лучше всего раскрывают их в атаке. Из сета гемов лучше всего подойдут Valor, Intuition, Ruin, Zeal, Leech, Armor и Сифон. Остальные сеты, конечно, тоже можно ставить, но они менее раскроют потенциал ваших атакеров. Что касается самих гемов, то необходимо ставить на атакеров гемы со следующими статами: Crit шанс, Crit дамаг и атака. В некоторых случаях для повышения выживаемости можно заменить один или несколько гемов на HP или Def, но тогда в доп статах гема добивайтесь высокого процента потерянных характеристик. Далее расскажу вам, какие сеты гемов необходимы агрессорам. Они бывают Def и HP агрессорами.
Это значит, что урон такого мона зависит от его максимального показателя либо хп, либо дефа. Очевидно, что такие моны очень хороши для арены, ведь благодаря тому, что их атака зависит от защитных характеристик, они в каком-то смысле хорошие танки. Ставить сеты гемов на агрессоров нужно такие: Life, Protection, Convection, Ruin, Intuition, Siphon, Маги, Bastion, Indomitability, Armor и Longevity. Очевидно, что деф агрессорам нужно ставить 3 дефа, а хп агрессорам 3 хп. Но иногда для повышения урона монов ставят крит шанс, и иногда для баланса меняют один гем на деф либо хп. Это необходимо для выживаемости агрессора. Далее разберемся с хилами. У некоторых хилов есть зависимость от их скиллов, и чтобы не терять необходимые статы, приходится подстраиваться. Это значит, что если есть, допустим, хил, второй скилл которого является щитом, зависящим от максимального хп мона, напрашивается 3 гема на хп, но тогда мы потеряем статы для отхила и дефа. Или же, допустим, есть хил, агрессор, в этом случае тоже про гемы для хила забывают. И все же гемы для хилов в основном ставят на хп, деф, рекавери, в редких случаях резист. Исходя из нестандартности скиллов хиллеров, по сету гемов нужно ставить Life, Protection, Convection, Маги, Bastion, Vitality, Healer, Salvation, Indomitability и Longevity. В завершении расскажу про саппортов и саперов. Это помощники, которые чаще всего являются танками. Основной их смысл является в том, чтобы либо мешать врагу, либо помогать своей команде жить. Они вешают дебафы, станы, сапы, сифонят ману, но также и отхиливают команду и дают полезные бафы. Для таких монов чаще всего ставят все в хп и деф. Разумеется, для их выживаемости сеты гемов подойдут Life, Protection, Convection, Маги, Bastion, Healer, Indomitability и Longevity. Надеюсь, максимально подробно описал гемы и кому какой сет подходит лучше. Ну и в завершении прошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий с вопросом или благодарностью. 50% смотрят меня без подписки, давайте это исправим. На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.